Представители знака зодиака Телец. Тельцы, мои дорогие, здравствуйте. Таро расклад. Август 2024 года. События на пороге. События с первых дней месяца и 3 главных события. Давайте узнаем, что для вас подскажут карты. Будем, конечно, реалистами. Любой прогноз не расскажет о личной истории каждого из вас, но у нас сегодня карты Таро ангелов или поддержки ангелов и колода метафорических карт 78 дверей. Обе эти колоды работают с позиции позитивной психологии, поэтому давайте переложим наши желания или что вы там планируете на образы карты. Я так надеюсь, подсказки будут. Я немного решила изменить наш расклад и задать дополнительные вопросы. И первый, это традиционный, что придет и что уйдет. Уйдет это не в плане, что уж совсем уйдет куда-то, хотя я не исключаю, и вы можете от чего-то отказаться, но это, возможно, какое-то дело, которое вы сумеете до точки довести, с чем-то разобраться и решить, чтобы к этому не возвращаться. Итак, что же придет для вас, тельцы, в августе месяце? А что уйдет, что завершится? А что будет продолжаться? Чем не соблазняться? На что соглашаться? И чего опасаться? 3 главных события. Достанем тоже 3 карты, потом раскроем значения. Первое событие. Второе. Может быть, это сфера жизни, в которой вам придется порядок наводить или какое-то взаимодействие будет подразумевать. Итак, что же придет для вас? Можно заканчивать наш расклад. Раньше так и сделали бы, потому что у вас выпадает карта Солнца. И планетарно, правда, для вас тоже. Я вот чуть попозже опубликую на своем сайте гороскоп на август месяц. Следите за публикациями в сообществе. И вы сможете прочитать свои планы, сверить с расписанием звезд. И доброе небо августа как раз тот период, когда могут прийти добрые новости или какие-то события. Или, знаете, мои дорогие тельцы, если была какая-то катавасия или что-то было у вас запутано, теоретически, планетарно, в августе месяце должно все расставляться по местам. И это вообще карта успеха. Это карта вашего, безусловно, сил, энтузиазма, когда вы можете окончательно с чем-то определиться, когда вы видите свои возможности, когда для вас жизнь играет совершенно иными красками. Карта Солнца – это карта выбора правильного направления в любой колоде Таро. И период где-то в среднем 6 месяцев, вот, наверное, до конца года, и вы с чем-то определяетесь в августе месяце, может быть, с первых дней где-то ситуации начинают развиваться в каком-то более позитивном ключе. Или вы сами внутри себя определяетесь с чем-то, или обстоятельства еще так ложатся, что больше ясности, больше понимания, что же уйдет. Вот то, что вызывало сомнения, с чем хотелось разобраться, расставить по местам, может быть, недоверие конкретному человеку, или ощущения со мной играют, или какую-то игру, может быть, свою ведут. Кому-то вы могли не доверять, и вот теперь это вот меняется как раз когда мы видим наяву наши возможности, когда мы видим искренность, к примеру, человека. Вот об этом нам говорит конкретно карта. Когда мы можем проанализировать, к чему ведут отношения, к чему идет какая-то ситуация, может быть, на работе. И, знаете, беспристрастный взгляд. Все-таки карта это у нас достаточно холодная. Она, по сути, это рационализм. Когда мы, может быть, делаем какой-то выбор. И если до этого был какой-то скомканный, смятый период, непонятный, все в одну кучу, здесь вы все расставляете по местам. И то, что не в вашем приоритете, буквально, оно уходит. Вы это сами проводите. Путаница уходит из вашей жизни, мои дорогие тельцы, в течение августа по каким-то ключевым вопросам. Давайте мы узнаем, что же будет продолжаться. Ого, карта императора, еще один старший аркан. У кого-то вопросы личной жизни. И надо сказать,
Да, планетарно август– это время как раз важных ваших решений по части вашего союза. Для людей, кто уже семейный в паре, значит, какие-то внутрисемейные вопросы, дела, может быть, согласование с учетом аркана император, когда вы будете организовывать свою жизнь по-новому. Или пусть вы продолжаете что-то, но с учетом внешних событий вам нужно что-то улучшить. Или вы сами хотите как-то трансформировать, опять же, в лучший какой-то вариант. Вы можете обращаться к чиновникам, ходить по каким-то кабинетам, подписывать бумаги важные. Это может быть и человек, который где-то готов взять за вас ответственность, или вы взаимодействуете с таким кругом людей, которые тоже отвечают за свои слова. По императору идет структура, власть. Безусловно, идут люди в погонах по этой карте, когда мы не идем против власти, мы не идем против закона, мы не идем против традиции, наоборот, мы все это уважаем, и тогда нам это будет помогать. Вот это будет продолжаться. Значит, где-то мы, если смотрим август, какой-то у вас вопрос, возможно, продолжится и в сентябре, и в октябре, мои дорогие. Что-то не завершится. Вот и карта Солнца не случайно выпадает. Есть какая-то тема в вашей жизни очень важная, которую вам, безусловно, придется продолжать. Карта Солнца и сказала, как минимум 6 месяцев. Что-то ты, телец, как и продолжишь, так и улучшишь, с чем-то разберешься, какие-то вопросы, бумаги ты оформишь, все расставишь по местам, организуешь как-то свою жизнь в новом ключе. Чем не соблазняться? Удивительно. Вот такая замечательная карта, особенно в этой колоде. Это карта как и успеха. Это изобилие процветания. Это карта уверенности и возможностей, когда мы спокойны, расслаблены, когда денег на все хватает, вот буквально так, и когда планы наши идут в гору. Ну вот, видимо, какой-то позитивный момент он, безусловно, будет, но все же ты не соблазняйся нам почему-то. Вот эта замечательная карта вам, мои дорогие тельцы, выпадает. Не время расслабиться. У нас женщина здесь показана, которая никуда не спешит. Она наслаждается моментом, сидя у себя в саду. У нее все хорошо. Но, может быть, еще какие-то точки не расставлены над ней. И нам ведь и сказали, что-то будет еще продолжаться. Ты еще в процессе организации своей жизни, ну, в каком-то новом ключе. У кого-то это может быть по работе, какие-то изменения происходят, и тоже не расслабишься, обстановка не дает. Или с чем-то вы еще не подвели все итоги, не разобрались еще. Нельзя почивать на лаврах, а по сути дела об этом нам говорит карта. Успех он у вас будет, об этом нам уже предыдущие где-то карты сказали. Но не время расслабиться, сказать себе, ну все, вот теперь я успокоился. Вот этим не соблазняться. На что же вам нужно соглашаться? Признавать свои ошибки. И даже если вам кто-то говорит, вот в этом вопросе ты не прав, лучше согласиться. Это не значит, что вы принимаете нас 1000%, как видит человек. Нет, но если вы допускаете, что, к примеру, у нас вверху карта выпадает, да, что уходит, и все, что я по ней сказала, когда больше ясности, больше понимания, вы могли сомневаться в человеке, сомневаться еще в каких-то обстоятельствах, в оформлении документов или в какой-то структуре. Да 1000, наверное, может быть сомнений у нас. И вот теперь вы видите, что да, это было напрасное сомнение. И поэтому, если вы считаете, что вот, ну, как-то бы вы хотели по-другому, а реальность вам показывает, что вы могли с чем-то ошибаться, тогда примите эту реальность. Согласитесь, не устраивая конфронтации. Как раз вот по этой карте нам говорят, не драматизируй. Поэтому если вдруг на вас накатила какая-то, ну, такая, знаете, хандра, мои дорогие, это у каждого из нас бывает, то тогда нам эта карта говорит, побыстрее где-то избавься от этих эмоций. Реальность, она другая. Мы могли быть чем-то неправы, и тогда мы тоже это признаем. Не устраиваем себе где-то ненужного самокопания, но и не повторяем какую-то ошибку. Если прежде вы вот рационально видите, да, вот так вот мне не надо было поступать, ну так и не поступайте. Тут, наоборот, нужно согласиться с тем, что да, мы люди, мы ошибаемся, идем вперед. Ошибки какие-то, они нас не должны стопорить. Это сказать повод только самому себе или самой себе. Ну да,
был наивный, или, ну, как глаза были замылены эмоциями, не видел, или тяжелое время там было, ну, не прав я там и не права была. И мы идем дальше, все, оставляем это позади, вот этот тяжкий груз. Вот этот мешок с камнями, его тащить за плечами не нужно, его просто нужно бросить. Вот какие-то ошибки признал и пошел дальше, забыл. Чего опасаться? Вот хандра, действительно. Посмотрите, какой продуктивный период, когда что-то получается. Постепенно как-то выруливается на обгон, постепенно те вопросы, которые, может быть, стопорись, тут тоже приходят движения, но, может быть, не так быстро, как хочет телец. И по этой карте у нас пятерка воды, и это всегда карта сожаления. Карта хандры, и нам показывают, это вообще ни о чем. Девушка плачет, потому что 3 бокала с молоком разлились. Ну и ладно, вот еще тут целый пакет и 2 стоят на столе. А у нее какое-то, как горе, трагедия, она закрыла руками глаза, она не видит какую-то реальность. И это ведь колода патронажа ангелов. Ангел успокаивает и говорит, да забудь ты, это вообще не имеет никакого смысла. Вот чего опасаться? Есть какая-то потеря? Или есть пусть наша какая-то в чем-то ошибка? Но тогда мы признаем ее и идем дальше. Может быть, не все планы осуществляются так, как мы хотим. Но это не время устраивать себе какое-то самокопание. Люди разные или ситуации разные. Тут это тоже надо признать. Чтобы подвести итог, мои дорогие тельцы, я вам скажу, опасайтесь плохого настроения или каких-то эмоций со знаком минус. Ведь эта карта мелкая, и она не говорит ни о каком действии, кроме как вот о разлитом молоке или вот о каком-то пустяке, которое может для нас означать как что-то масштабно-глобальное. Не масштабируйте какую-то ерунду, вот буквально так. Хорошо, 3 главных события. А вот посмотрите. Есть какое-то взаимодействие, продолжение работы, продолжение сотрудничества. Все то, что вы делаете. Это карта синхронности. И это ведь, посмотрите, колода 78 дверей, метафорические карты, они построены на принципе открыты двери или закрытые. И каков ключ, или как открыть эту дверь. А у нас дверь показана, как будто она на дне этого бассейна. И ныряльщики, от их синхронности открываются как раз эти двери. От вашей слаженности в работе, от каких-то, может быть, ваших поступательных движений или того, что вы делали до этого времени, и нужно что-то продолжать, не бросать что-то. Может быть, и не всегда хорошим настроение будет, а именно от синхронности, от слаженности, где-то от того, что мы можем чувствовать лучше партнера, от того, что мы можем более точнее проговорить какие-то важные темы. Так вот, от большего понимания обстановки у вас что-то идет в гору, или, ведь это у нас пентакли, в гору идут деньги буквально, или какую-то ситуацию, может быть, вы по части денег можете как эту дверь открыть. Если была какая-то финансовая нестабильность, то вот здесь как раз переход, когда вы уже уходите к стабильности. Хотя это потребует от вас выдержки и именно повторения. Тут ведь у нас повторение, по сути дела, или продолжение. Давайте мы узнаем, если мы говорим про финансы, как же для вас будут, может быть, финансы. Как раз у вас финансы могут быть... Ну, личной жизни, финансы, вот эти 2 важных вопроса в течение августа. Чем дело кончится? Вот будете наблюдать. Может быть, будут и какие-то предложения. А с другой стороны, это если мы про взаимодействие говорим или про личную жизнь, вы можете действительно сомневаться в ком-то или в продолжении какого-то дела. Карта просто нам о наблюдении или о том, что за вами могут тоже наблюдать. И тогда вы не должны себе навредить какой-то поспешностью действий. Или вы не должны подавать виду, мои дорогие. Если мы переведем на настроение, настроение плохое, но это не значит, что все мы где-то идем в разнос или от чего-то отказываемся. Я бы сказала так, знаете... Тут действительно может быть такой перепад, как настроение мы говорим, какая-то хандра, когда, может быть, вам захочется все к черту послать, мои дорогие. Вот будет какая-то минута слабости, и вы не должны этого сделать.
Давайте мы тогда посмотрим, а чем сердце успокоится. Может быть и какая-то ситуация, когда были договоренности, а что-то не срабатывает. Обещал кто-то помочь, и в последний момент вы понимаете, на человека невозможно положиться. Нам не показывают, кто это будет или какая конкретно сфера жизни. Но вот я больше говорю взаимодействие или финансы. Так вот, или финансовая такая ситуация, когда вам самим придется принимать решение или решать какой-то вопрос. И делать, поступать как-то вы будете совершенно с позиции рационального. То, что вы не делали никогда прежде. Я надеюсь, это видно хорошо. Девушка у нас находится в горящем доме. Она на 2-м этаже. И нам совершенно очевидно на картах обрисовывается ситуация подобная. Где-то может сложиться у вас, когда девушка зовет, ждет на помощь, может быть, кто-то обещал, я тебе всегда помогу, но мы видим четко, нет никого, сумерки, нет возможности еще ждать. Уже огонь поднимается ко 2-му этажу, и промедление буквально смерти подобно. Ей нужно именно прыгать, но она так никогда не поступала, ей страшно. Хотя мы, глядя на карту, понимаем, ну подумаешь, там ногу подвернула или синяков себе шишек набила, но по сути ты же спаслась. У кого-то из вас может быть такая острая ситуация с перемещением, с переездом. Или когда, как я уже сказала, квантовый какой-то скачок. На что-то вам нужно будет решиться, а сомнений будет много. Но пока вы не сделаете что-то, чем вы прежде либо не занимались, или это было, ну, где-то как противоречие вашим принципам, или какие-то ваши решительные действия вместо ожиданий предполагаются. И вот только тогда, после действий, сердце успокоится. Вы можете наблюдать какое-то время, как развернуться ситуация, может быть, отношения, или вы можете наблюдать, как в какую сторону развивается финансовая ситуация, но наступает момент X, когда от вас требуется принятие решений, и тогда сердце успокаивается. 6 мечей, карта заслуженного успеха. Для кого-то из вас новая работа по части вашей деятельности, у кого-то изучение новых наук, или это как новые IT-технологии, направления, или работа в интернет, или посредством интернет какие-то там тоже вы можете себе проекты ставить, может у кого-то криптовалюта, или вообще какие-то новые источники дохода вы можете узнавать. И это кроме этого еще и карта путешествий или переездов. У нас карта вот на заднем плане. Но перед тем, как человек наш куда-то соберется, он ищет информацию, он что-то просчитывает. Хотя, посмотрите, маски на стене. Может быть, и придется примерять на себя вот эти так называемые маски. Примерять, я имею в виду, пытаться представить себя в определенной местности. Или, если мы по работе, пытаться представить себя в какой-то должности или в какой-то роли. Получится, не получится. Есть какой-то просчет. Но дорогу осилит идущий. Куда-то либо собраться, отправиться придется, либо к чему-то приступить. Может быть, и что-то изучать. Вполне вероятно. Но то, что работать с информацией придется, это факт. Давайте немножко раскроем, чем дело кончится. Много информации. Может быть, вы нам уже сказали, документы оформляете, ищете какие-то варианты. У каждого немножко тут будет по-своему. Так чье же дело кончится? Вообще заслуженного успеха. Праздником, мои дорогие, уверенностью. Посмотрите, буквально, когда вы куда-то поехали, когда семья в сборе, или вы со своим любимым человеком встречаетесь, или когда все в сборе, и любимые ваши, близкие, и есть какое-то торжество, праздник после победы, 4 жезлов, это еще и карта якоря, и нам показывают, дверь закрыта. Но все, кто должен быть вместе, они вот в этом теплом, уютном доме, за этой дверью. Нет преград. Есть какой-то итог, чем дело кончается. Есть итог, который вас радует, есть праздник. Чем сердце успокаивается, но не должно быть, знаете, как какой-то расслабленности. Может быть, после вот этой самой победы или какой-то вопрос у вас решится, будет такой эмоциональный, как спад резкий. По 4 кубков, когда я ничего уже не хочу. Что-то радует, да, но может быть еще много вопросов впереди. Не все еще решено. Что-то будет продолжаться, карты ведь нам так и сказали. И самое главное, или для кого-то из вас, мои дорогие тельцы, кто
сейчас один или одна, тогда нам карты могут говорить: выйди из вот этого сольного варианта. И правда, как я уже сказала, период благоприятен для как-то изменить свою личную жизнь. И для этого как минимум судьбе навстречу нужно выйти, а не сидеть, вот как нам показан человек, возле телевизора. Тут у него чипсы, видимо, или что-то, да, чипсы, бутылочка, еда, то есть он, темная комната мрачная, и он такой кисло недовольный, он просто смотрит, что ему показывают. Он не видит ничего. Вот вы не должны застрять в каких-то эмоциях или в каких-то ненужных рассуждениях или в каком-то бездействии. Но, видимо, к этому будет, может быть, какой-то момент. Давайте посмотрим, хотя у вас как раз все решается. От вашей активности будет вот этот праздник. И третье событие, аркан умеренности. Вам придется действительно что-то продолжать, именно продолжать. И не терять ни веры в себя, ни того, что какой-то проект у вас получится. Буквально, может быть, придется у кого-то подождать денег по аркану умеренности. У нас ведь, посмотрите, девушка, если мы говорим, двери закрытые, а ключ двери, вот эти два кувшина, которые она сейчас наберет воды, и дверь откроется сама. Чуточку терпения, мои дорогие, вам об этом говорит этот старший аркан по какому-то вопросу. Старшие арканы – это всегда обстоятельства, которые извне, которые мы вынуждены учитывать. Поэтому нечего тут в какой-то хандре быть, пребывать, а просто посмотреть объективно на какую-то данность, сложившуюся, что, ну да, вот сейчас ситуация требует того, чтобы я был где-то или была настойчива и что-то не бросила, от чего-то не отказалась. Чем дело кончится? Вот это ожидание. По пятерке пентаклей, вот смотрите, нам ведь не говорят, какой период, да? По идее, это должно быть быстро, но могут быть и какие-то сожаления. Сожаления могут быть особенно для тех, кто сейчас находится один или одна. И вы бы всем сердцем, мои дорогие тельцы, желали, чтобы у вас был партнер. Но вы к этому ничего не прикладываете. Или вы не знаете, каким образом. Не продумывали свою какую-то стратегию, тактику. И нам показан человек как раз вот в этой колоде карт, который уже достиг определенного возраста. И он сидит, нам показывает амбулатория или поликлиника, какой-то медицинский пункт, и явно не самый дорогой, потому что какая-то нелепая доска с какими-то бумажками, скамья, а не удобное кресло, да и дверь такая, видно, не очень дорогая обстановка, а человек нам тоже изображен, посмотрите, залатанная какая-то на нем курточка, и вроде как он проработал всю свою жизнь, он должен был иметь каких-то больше возможностей, и он сидит, горюет, что жизнь проходит, а я вот вынужден ожидать милости как будто, или когда кто-то откликнется, придет ко мне на помощь, или не будет ко мне равнодушен. Вот гоните эту хандру прочь. По пятерке пентаклей это может быть как недостаток финансов, чем дело кончается, или в каком-то вы ожидаете деньги, но может быть какие-то заминки, или недостаток взаимопонимания. У кого-то недостаток взаимопонимания, может быть, вы говорите на разных языках, у нас ведь тут тоже шестерка как бы выпадала, и успокоиться вы не можете на чем-то, на достигнутом. И ошибки у кого-то могли быть именно из-за того, что недопонимание, может быть, буквально. Так вот, вам это нужно прояснить. Не сидеть, не ожидать. Иначе вот эта четверка кубков, мы так ничего и не дождемся, чем дело кончится. Терпение – это не значит вот такое какое-то пустое, бессмысленное ожидание, а, наверное, коррекция какая-то ваших планов. Давайте посмотрим, чем же сердце успокоится. Десятка пентаклей, правда. Вы можете коренным образом как-то переломить в свою пользу. Вопросы, которые касаемо недвижимости, вы можете купить, продать, да, ну, не буквально, может быть, за один месяц, но, по крайней мере, занимаясь этим вопросом, до конца года вы это решите, факт.
Вы можете решить очень многие вопросы по части вашей личной жизни. Карта десятка пентаклей – это наше благополучие. И эта карта подводит итог всему нашему раскладу. И говорят, вот ты, главное, не замирай где-то. Либо от недопонимания, или от каких-то ошибок, или от того, что какая-то апатия накатила. Это не имеет ничего общего с вот этой картой Солнца. Карта Солнца – это активность в первую очередь. И когда от наших приложенных действий мы, самое главное, ощущаем себя как-то совершенно иначе. Для кого-то из вас это как генеральная репетиция, правда, вот такое может проиграться, когда вы, мои дорогие тельцы, в августе начнете какой-то решать вопрос. И он вроде бы как будет уже двигаться, но он перенесется действительно на сентябрь. Не случайно в этой колоде карт у нас дети играют. Играют именно. Хотя десятка пентаклей нам и говорит благополучный к решению вопросы жилища, вопросы денег, личной жизни. Но это вот, как я сказала, репетиция перед каким-то главным событием, главным действием в вашей жизни. И карта нам говорят, тебе придется действительно синхронно что-то продолжать. Не терять веры в себя, не терять в то, что какой-то план, проект у вас получится. И вам ничто ведь не мешает. Поэтому не мешайте сами себе. Давайте я достану карту на Таро ангелов, потому что вот неожиданно немного. Пусть они нам дадут совет для вас, мои дорогие тельцы. Как будто эмоции только вам либо покоя не дают, либо как-то картину эту делают более мрачной. Или могут. Вот так. Сама карта выпала. 21-й старший аркан. Не сомневайся в себе. И это правда, это реализация ваших планов. И это праздник жизни, мои дорогие, с какими-то новыми возможностями, с новыми решениями. Ильмондо – это мир, покой, как и в вашей душе, так и возможность путешествовать, возможность осуществить какой-то творческий проект, получить или, по крайней мере, не бездействуй, нам говорят, стань популярным, у кого-то шестерка. Вот это будет говорить, как и не только работа в интернет, а посредством интернет. Добавь себе популярности. Если вы эксперт в каком-то вопросе или вы занимаетесь действительно каким-то ремеслом, заявите о себе в интернет, прибавьте себе какой-то значимости. Вам это будет играть и не просто на пользу, а это будет где-то вместо вот этих разочаровывающих эмоций вам приносить самоудовлетворение. Ведь это очень важно, это как самодостаточность. Поэтому, мои дорогие, мир, покой должен быть и баланс в вашей душе. Это первое. Ну и, наверное, самое главное, карта немножко предвосхищает и говорит, не беспокойся, телец, о твоих приложенных усилиях обязательно будет чудесный результат. Перекладывайте на себя и будьте счастливы, будьте любимы всегда.